Ребят, всем привет, это новое видео. Я обещал, что покажу вам новую квартиру нашу за $350, которую мы недавно сняли. Также покажу вечерний Буэнос-Айрес, который меня приятно удивил, поэтому приятного просмотра, погнали. Мы когда снимали квартиру, точнее, когда мы съезжались с нашей старой квартиры, у нас был вариант, куда съехать, но в последний момент, когда мы уже сказали предыдущим хозяевам, что мы уже съезжаем с квартиры, отдаем ключи, нам сказали, что квартиру не могут сдать. И в итоге нам пришлось очень в быстром таком темпе искать какие-то варианты, и нам с этим очень сильно помогла Микаэла. Вот я оставлю ее контакты в описании, много кто просил. В Аргентине, я не знаю почему, когда люди делают фотки, получается так, что нужно умножать, точнее делить на 2, потому что так, как она выглядит, она не будет в настоящей жизни. Мы тоже этого не ожидали, но в целом, естественно, за 1,5 месяца мы уже к ней максимально привыкли. Хорошая квартира оказалась. Первая комната, вот, которую я сейчас показываю, это вход в квартиру. Здесь у нас сразу получается кухня стоит, она достаточно скромная, маленькая, мало полок, но в целом там нижних полок каких-то хватает. Плюс мы поставили сюда тумбочку, на которой мы там что-то готовим и тому подобное. В целом наша жизнь как бы именно в плане питания вообще не сильно изменилась, просто потому что мы, если готовим, то готовим немного, а если работаем, то в основном там где-то кухню какую-нибудь закажем или сходим, купим и дома просто поедим, поэтому никаких проблем для нас вообще в этом плане не было. Там маленький холодильник, микроволновка, чайник, вон даже духовка есть для нас, это уже более чем достаточно, поэтому вообще все отлично. Да, единственное, наверное, такой неудобный момент, то, что велосипед приходится отодвигать, когда выходишь на улицу. Это, я говорю, это у нас какой-то азиатский стиль. Кондиционер, естественно, как оказалось, в Аргентине это одно из самых главных, наверное, критериев тоже, помимо того, что можно с собакой, и того, что есть раздельные комнаты, потому что тут очень жарко летом было, 35 градусов, если бы не кондиционер, я вообще не знаю, как бы мы выживали. Здесь у нас такая прикольная зона. Это первая комната, она достаточно маленькая, но мы ее так плюс-минус обустроили, стол поставили в угол. И в итоге тут, на самом деле, не знаю, по видео понятно или нет, но тут достаточно места, чтобы одному человеку находиться тут целый день, работать, там пойти чай сделать, кофе сделать, посидеть, немножко отдохнуть, посмотреть на вот такой вид. Получается, мы живем, квартира наша находится в районе Сан-Тельмо, вот это Пуэрто-Мадеро, здесь у нас там в ту сторону Палермо, и мы как бы находимся на окраине именно района Сан-Тельмо. В целом тут тихо, достаточно спокойно, единственное по ночам вот этот вот поезд, который, наверное, видно, вот тут вот, он проезжает, но один раз за ночь, ну я даже уже не просыпаюсь, потому что привык в первую ночь было, да, конечно, немножко странно, что так происходит. В целом, короче, квартира солнечная, теплая. Если зимой я рассматриваю, если летом, то есть кондиционер, поэтому высокий, ну, типа, хороший интернет, кондиционер, есть место, где работать, есть место, где почилить, есть место, где посидеть. В общем, вторая комната. Я говорю, квартира, она, скорее всего, это было что-то вроде студии, которую разделили стеной на 2 комнаты. Но в целом, я говорю, для нас проблем вообще никаких. Плюс мне еще нравится, что вот эти окна большие, нету никаких напротив домов, в которые было бы там видно и тому подобное. Поэтому вообще более чем нормально. Правда, вот эти шторы, они в основном всегда закрыты. Это я сейчас для видео их открыл, просто потому что, чтобы было светло, так сказать. Скаю тоже, скорее всего, нравится. Как минимум, потому что можно с собаками, да, Скай? Иди сюда. Сидеть. Сидеть. Но в целом вот такая стена тут получается. И здесь дверь. Вот. Эта дверь, она закрывается, и получается, короче, 2 комнаты. Ну, она до конца задвигается. Получается 2 комнаты. И в целом, когда я работаю с 5 утра, это более чем достаточно для меня. Более чем достаточно для Таси. Здесь получается кровать большая, ванная, душ и в целом как бы все. Да, наверное, минус то, что нету шкафа, но у нас достаточно мало вещей. Плюс мы собираемся где-то через годик начать путешествовать достаточно активно, поэтому от вещей избавляемся. Здесь у нас шкафы. Вот это, кстати, на самом деле спасение, потому что есть шкафы в кровати. И мы как бы сюда, они достаточно большие, глубокие, поэтому мы сюда просто закинули все наши вещи, и они здесь хранятся. Поэтому, я говорю, опять же, в целом никаких проблем мы сильно не испытываем. Скаю, главное, что нравится, он получает от этой квартиры еще больше удовольствия, чем мы. Играется на ковре, ходит на него по-маленькому. Да, Скай? Да. Поэтому вот, квартира на самом деле, говорю еще раз, небольшая. Стоит она $350.
В общем, по срочности поиска пришлось нам заплатить за эту квартиру $350 плюс 350 залог, который нам вернут по истечению контракта. Мы заключили его на 6 месяцев. И мы заплатили комиссию агентству, не помню, тоже в районе там $350. Мы полностью стоимость заплатили 350. Да, и комиссия агентства вышла тоже 350. Также, ребят, для следующего видео хотел попросить вас написать в комментарии вопросы, которые у вас есть. Хочу написать видео, вопросы-ответы, где отвечу на самые популярные, самые частые вопросы, чтобы потом просто было проще ориентироваться. Короче, перед тем, как я отвечу на некоторые вопросы, я бы хотел попросить очень сильно вас, ребят, подписаться на канал, если вы первый раз заходите, потому что здесь будет очень много контента про путешествия, которое мы поедем в ближайший год. Это будет большое путешествие до Аляски на машине, которую мы купим, скорее всего, в Чили. Поэтому подписывайтесь, здесь будет очень интересно, и это очень сильно помогает, на самом деле, каналу, продвижению. Если вам не сложно, можете поставить лайк, написать комментарий. Также у меня в описании есть группа в Телеграме, в которой я скидываю очень много контента про Аргентину. В общем, наверное, первый главный такой вопрос, который мне задают чаще всего, это касательно, как стоит арендовать жилье, стоит ли его искать заранее, потому что много кто мне пишет, что я хочу приехать через там условно год или полгода, и вот сейчас уже начинаю какие-то варианты искать. Я думаю, что это супер не целесообразно делать именно таким вариантом. Я думаю, что самый адекватный, самый целесообразный вариант, как арендовать, это приехать, как, собственно, делают все практически, кого я знаю. И мы так лично делали. Мы приехали и арендовали квартиру на Airbnb. Это можно сделать в случае, если у вас есть зарубежная карта. Но сейчас с этим проблем нету, так как вы можете удаленно оформить просто какую-нибудь казахскую карту, например, визу, и спокойно с нее арендовать через Airbnb квартиру. Это выходит недорого достаточно, наверное, на неделю, на две можно в районе $200, 250, 300 найти какую-нибудь обычную спокойную квартиру. Но, опять же, все по доходам, но я про себя говорю, про свой пример. Мы сняли там в районе $300 на 2 недели квартиру. И за это время мы каждый день отсеивали разные варианты, ездили, смотрели, и в итоге сняли просто то, что нам подошло. За 2 недели это прям супер оптимальный срок, чтобы найти какую-то квартиру. Я уверен, что каждый найдет себе какой-то вариант. То есть даже если у вас там бюджет $200, вы найдете какую-нибудь там комнату себе 100%. Если у вас бюджет $500, вы, естественно, найдете спокойно себе там студию, однокомнатную, двухкомнатную, еще и трехкомнатную квартиру просто с более плохим ремонтом. И если у вас там бюджеты выше, то, я думаю, вообще можете не париться, у вас там все само собой решается. В общем, после того, как вы сняли квартиру на Airbnb, 2 недели у вас есть, и вы заходите просто в чаты. Я рассказывал в предыдущем видео, как арендовать квартиру, какие способы есть для того, чтобы как раз-таки снять квартиру. Можете его посмотреть, если вам актуально. И там я рассказывал, как снять квартиру. Пользуйтесь этими способами, находите квартиру, ездите, смотрите, в итоге снимаете. Я говорю это потому, что сколько бы квартир мы не смотрели, их разбирают прям супер быстро. Если это удачные квартиры, если это недорогие квартиры, их забирают буквально за 1-2 дня, как только их выставили. И мы не успевали приехать посмотреть квартиру, как на следующий день нам уже звонили, что ее нету. Поэтому я боюсь, что даже за месяц квартиру не стоит смотреть, просто потому что, скорее всего, ее снимут. Второй, наверное, самый такой тоже важный вопрос, это по цене. Как раз-таки очень часто люди сейчас спрашивают, хватит ли мне там $300, хватит мне там $500. Я, наверное, выделю для себя такую ценовую категорию, наверное, комнаты. Если вы посматриваете какое-либо жилье в районе там $200, то комнаты как раз-таки стоят где-то в районе $200. Вот ниже я не видел, но уверен, что они есть, но их надо искать. Плюс предложений такие не выставляют. Я не видел, чтобы выставляли предложения с комнатами. Очень редко это происходит. Вам нужно будет самим писать в чате там, с пометками «сниму», предлагать варианты, что я там сниму за $200 комнату. И тогда вам риэлторы будут накидывать различные варианты. Они, уверен, есть. Их, уверен, много, просто их не выставляют вот так вот на показ в группы, потому что это не особо актуально. Так, если тема касается студий и однокомнатных квартир, вот, например, как у нас квартира будет стоить, я думаю, сейчас, наверное, от $400-450, судя по нынешним ценам, очень все опять возросло.
Я не знаю, почему с чем это связано. Мы это уже 1000 раз обсуждали еще в предыдущем видео. Но, короче, цены возросли. Сейчас такая студия, либо там однокомнатная небольшая квартира в районе там 30-35, там 40 квадратов будет стоить в районе 400-450, а то и $500, если будет там достаточно хороший ремонт. Если вы ищете квартиру там двухкомнатную, трехкомнатную с хорошим ремонтом, все, что я видел, это от $800. Есть, конечно, и подешевле, но с более плохим ремонтом, но от $800 можно реально найти хорошую там двухкомнатную, трехкомнатную квартиру в хорошем, спокойном районе, в дорогом, в том же Пуэрто-Мадеро, который сейчас покажу. Есть квартиры, которые будут стоить в районе $1000. Они будут реально уютные, хорошие, большие. Ну, естественно, есть квартиры и за $2000, и за $3000 я видел. Там уже прям слишком элитно, но так или иначе варианты разные есть. Естественно, вы должны учитывать, что вам понадобятся деньги на депозит, который обычно составляет там 100%, как и у нас. Обычно тут еще нужно будет заплатить, если вы через агентство, комиссию агентства. В основном это тоже стопроцентная какая-то комиссия, ну, от месячной оплаты. То бишь там, например, 350 и еще 350 комиссию агентства. Обычно так, то есть 3 суммы месячной оплаты. То бишь, если квартира стоит 500, вам нужно будет заплатить в районе там $1500, чтобы снять квартиру с договором там на 3, 6 или там 9 месяцев, например. Если у вас есть какие-то вопросы касательно всего подряд, абсолютно, даже от чего только не хотите, хоть документы, хоть что угодно, на все вопросы, точнее, я отвечу в следующем видео, которое будет называться «Вопросы, ответы», что-нибудь в таком формате. В общем, хорошего вам вечера, всем спасибо, что посмотрели, пока-пока.